Приветствую всех на канале Геймер из провинции. Это четвертое видео, которое входит в цикл моей коллекции PlayStation 3. Показываю игры из моей коллекции, показываю геймплей. Смотрите еще и предыдущие видео. Смотрим дальше видео. Благодарю вас. Итак, первая игра — это всем известный Uncharted 2. Значит, игра у нас выходила в 2009 году, является идейным продолжителем первой части, так как это у нас эксклюзив. Здесь двойная обложка. Вот такая. Мануал тоненький, как водится, черно-белый. Но на русском языке. По игре. Это продолжение первой части, как я вам и говорил. Сам лично проходил я переиздание на PlayStation 4. Очень понравилась игра самой постановкой, геймплеем. Она гораздо лучше по механике, чем первая часть. А в нее гораздо приятнее и удобнее играть сейчас, спустя, получается, 15 лет с даты выхода. Она не потеряла в своем удобстве и в своей технической части. Мое личное мнение такое, что мне вторая часть из трилогии понравилась больше всего. Как у нас ходит мнение среди игроков, что вторая часть более красочная и привлекательная. Но хочу сказать в тот же момент, что и третья часть довольно-таки красивая и симпатичная. Особенно выглядят красиво некоторые уровни, но о них я расскажу более подробно, когда будем смотреть третью часть непосредственно. На своем экране вы видите геймплей. Стараюсь выкладывать, показывать что-то более-менее интересное, что запомнится, так что смотрите, оценивайте. Переходим к следующей. Продолжение моей коллекции — это God of War Collection. God of War Collection. Что это у нас такое? Во-первых, это эксклюзив для консоли PlayStation 3. Так как это эксклюзив, то у нас, соответственно, двойная обложка. Мануал тонкий, черно-белый. Что собой представляет это переиздание? Данное переиздание является первой частью переиздания. Сюда входит первая и вторая части игр PlayStation 2. Значит, в этом переиздании улучшили разрешение, потянули немножко графику и кадровую частоту. Это в нынешнем нашем понимании является больше ремастером, чем ремейком, так как никаких сюжетных нововведений или исправлений текстур здесь не вносились. Вторая коллекция, которая существует на PlayStation 3, туда входит также две игры, которые выходили на PlayStation Portable. Вы в предыдущем видео могли видеть God of War 3, который является прямым наследником на первой и второй части. Здесь такая же боевка, такой же слэшер, такой же жестокий бог войны, который истребляет других богов. Поэтому в геймплее, опять же, вы это все можете увидеть. Смотрите видео. Продолжаем. Следующая игра — это Dead Space. Мертвый космос. Dead Space выходил на всех платформах, на всех известных. Мануал здесь тоненький, черно-белый опять же.
Dead Space — это у нас хоррор от третьего лица в сеттинге космоса. Игра старая, я думаю, она вам известна. Сама по себе игра довольно захватывающая. Есть жуткие моменты, скримеры. Здесь была введена интересная механика с оружием главного персонажа, непосредственно с интерфейсом. Здоровье у него показывается на позвоночнике. Оружие позволяет проводить расчлененку. В этом имеется механика игры, что некоторых монстров нам проще убить, обездвижив их, отстрелив им ноги или конечности и потом добить их рукопашно. Сам я проходил эту игру на компьютере. В геймплее покажу вам интересные кадры, саму игру. Смотрите, пожалуйста, оценивайте. Очень рекомендую ее к прохождению. На данный момент выпущено 3 части игры и ремейк первого Dead Space для приставок нового поколения. Смотрите видео, оценивайте. Продолжаем. Следующая игра — это Medal of Honor Limited Edition. Так, фокус что-то не ловится. Ага, поймался. По Medal of Honor. Опять же, это мультиплатформа. Выходила на всех платформах. Это Xbox, это ПК. Значит, здесь брошюрка такая, реклама Кризиса 2, Battlefield, Bad Company Vietnam и мануал. Мануал довольно плотный, увесистый, но, к сожалению, черно-белый. В мануале описывается управление, оружие, режим игры, основные типы заданий, основные нюансы. Ну, в принципе, как и во всех. Что по игре? Я, к сожалению, в эту Medal of Honor не играл. Последняя медаль за отвагу, которые я видел, которые были, это, наверное, на первые и вторые части времен PlayStation 1. После этого, как они ушли из сеттинга Второй мировой, я более игры не видел. Но это мне попалось случайно, и судя по скриншотам и по отзывам игроков, которые в нее играли, игра на самом деле достойна внимания. То есть в нее можно поиграть, и если вы любите шутеры, это однозначно стоит поиграть. Кстати, игра от разработчиков Battlefield, то есть какие-то общие моменты по стрельбе, по ходьбе по оружию, возможно, будут очень похожи на Battlefield. Смотрите видео, оценивайте. Крайняя игра в сегодняшнем видео — это дополнение для GTA 4. Значит, сюда входит 2 дополнения. The Lost Damned — это про байкеров, и баллада про Гея Тони. По наполнению. Значит, как заведено у игр Rockstar. Здесь мануал. Я надеюсь, он цветной, как и в предыдущих игр. Как видите, у меня экземпляр не сильно красивый, новый. Кто-то его до меня намочил. Ну, пошел волнами. Ну да. Мануал цветной. Опять же, со станциями, которые играют в игре. Так, что тут
Проблема, склеился тут. Очень печально. Реклама Red Dead Redemption, которая была в предыдущем видео. Мануал посмотрели. И карта. Карта, к сожалению, тоже была, видимо, в воде. При покупке я этого не видел, так как заказывал Авито доставкой. Значит, на карте у нас обозначен город, обозначение. Это краткая часть. На обратной стороне у нас плакат с красивой девушкой. Сейчас таких девушек редко рисуют. Что у нас по игре? Игра всем вам известна, геймплей вы все знаете, могли видеть во второй части цикла видео. Там показывался геймплей здесь. Геймплей я вам уже показывать не буду, я ставлю эффектный трейлер рокстаровский, который выходил перед анонсом игры. То есть этим трейлером анонсировали игру. Вы его смотрите. Дополнение рекомендую к прохождению. Здесь, опять же, как я не раз говорил, все, что мы любим от Rockstar, в этих дополнениях присутствует. Так что смотрите трейлер. Благодарю всех за просмотр моего видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Если вдруг где-то вы услышали ошибку или увидели, или в моих словах есть какая-то неточность, пожалуйста, исправляйте, буду вам благодарен. Для тех, кто хочет смотреть видео, кто не имеет VPN или каких-то обходов замедления YouTube, переходите по ссылке в описании на YouTube канал, там вы сможете посмотреть видео в хорошем качестве. Опять же, всех благодарю, всем здравия, не болейте, увидимся в следующих видео. Всего доброго.